На западе Москвы воздушная тревога. Лукашенко рассказал о ядерных ракетах. Одна из богатейших женщин России получила почти 20 лет тюрьмы. Это новости на Ходорковский лайв. Поставьте лайки, мы расскажем главное к этому часу. Системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок. Такой звук услышали сегодня жильцы жилого комплекса на западе Москвы на Малой Очаковской улице. Жителям в громкоговоритель объявили о проверке систем и попросили соблюдать спокойствие. По словам жильцов, о проверках систем их не предупреждали. Также сегодня не поступало никаких сообщений об атаках на Москву ни со стороны Минобороны России, ни со стороны ВСУ. Однако напомню, что в московских аэропортах не раз вводили режим ковер из-за атак беспилотников. Кроме того, 10 сентября в Раменском в Московской области дроны попали в жилые дома. В результате погибла 46-летняя женщина и пострадали 4 человека. И еще одно происшествие уже в Дагестане. В многоэтажке в Махачкале взрыв. Предварительно из-за бытового газа. ЧП произошло в одной из 5-этажек на улице Абубакарова. От взрывной волны в соседних домах выбило стекла. 2 человека пострадали. Один из них самостоятельно смог выбраться из квартиры. Второй ребенок. Ему понадобилась помощь врачей. На месте работают экстренные службы. 30 жильцов дома эвакуировали. Следственные органы республики начали доследственную проверку. Большое интервью сегодня дал глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В частности, он сказал, что Россия практически выполнила задачи в Украине, поставленные президентом Владимиром Путиным перед вторжением. Мол, конец СВО близко. А дернуть шефа разведки пришлось самому пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову. Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет, вы это знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому специальная военная операция продолжается до победного конца. Ну а сам Владимир Путин сегодня принимал участие в заседании Совета по правам человека. Он отметил, что, цитата, «у педагога должно быть как можно больше времени для того содержательного обучения, воспитания, к которому он призван, а для этого необходимо снизить бюрократическую часть его работы». Конец цитаты. И что, хотя что-то к лучшему меняется, но, наверное, пока не так много. А глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался на современное поколение. Несколько каверзный вопрос. Кого убил Чичиков в поэме Гоголя «Мертвые души»? Среди молодежи правильный ответ «никого» дали 7% респондентов. Среди старшего поколения 22%. Это не означает, что молодежь какая-то другая. Молодежь хорошая. Просто они не изучают надлежащим образом ни географию, ни литературу. Эти предметы не являются для них приоритетными, они мало нужны для поступления в университет. Затем глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести некую интегральную оценку для учеников школы. Например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Кроме того, сегодня стало известно, что Путин тайно наградил 2 провалившихся разведчиков. Ордена мужества получили Анна и Артем Дульцевы. Их осудили в Словении по обвинению в шпионаже, но потом вернули в Россию в рамках обмена. Официально о награждении Дульцевых не сообщалось. В журнале приводится интервью с ними, а также биографическая справка о них. В ней говорится, что они награждены Орденом Мужества. Ну а другой диктатор Александр Лукашенко сегодня хвастался ядерным оружием. Действительно, против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки я сохранил. Почему на нас накат был такой? Вот Лукашенко, диктатор, такой-сякой. Да нет, не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось. У нас, наверное, 3 таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объекта поражения должно быть, разместим.
Лукашенко также сказал, что предупредил всех своих врагов, что применят ядерное оружие, если иностранные войска пересекут границу Беларуси. Также он заявил, что может разместить ракетные комплексы «Орешник», которые он попросил у Владимира Путина. И добавил, что пусковую установку для них будут производить в Беларуси. Сотрудники ФСИН записывали на скрытые камеры встречи Навального с адвокатами. По закону делать этого, конечно, нельзя. Об этом сообщила вдова Навального Юлия. Видео ей прислали после объявления о вознаграждении за любую информацию о смерти ее супруга в колонии. На опубликованных записях ее муж шутит со своими защитниками в колонии во Владимирской области, в городе Ковров. Что, смотрели «Веном 2»? Чего? «Веном 2». Сейчас самый популярный фильм такой. По всей кинотеатрах идет. Вы вообще как в тюрьме сидите. Сама Юлия Навальная обратилась к тем, кто может быть в курсе обстоятельств смерти Алексея. Я воспользуюсь моментом и еще раз повторю этот призыв. Мы знаем точно, что момент убийства Алексея был записан сразу на несколько видеокамер. И если у вас есть эта съемка, мы готовы заплатить за нее 10 миллионов рублей. Еще одна новость правоохранительной системы России. 19 лет – это срок за взятку для одной из самых богатых женщин России. Измайловский суд Москвы признал виновной и назначил наказание экс-председателю управления банка БКФ Ольге Меримской по делу о коррупции. Ей также назначен штраф в размере 400 миллионов рублей. По версии следствия, Меримская дала взятку следователю Носову 2 подержанными автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей. Взятку он получил за уголовное преследование ее бывшего гражданского мужа, одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» Алексея Смирнова. В 2015 году Меримская заняла 22-е место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes Woman. Редкое природное явление могли наблюдать жители многих регионов России. Это световые столбы. Они появляются, когда из-за резкого похолодания в воздухе образуются кристаллы льда. По форме они плоские и, падая горизонтально, отражают свет, огни ночных городов. Прошлой ночью их наблюдали по всей Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке, в Карелии, Петербурге и Ленобласти. И это все новости к этому часу. Чтобы поддержать нашу работу, поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на наш канал, и подпишитесь на нас в Телеграме. Меня зовут Кирилл Седов. Увидимся. Пока.